Приветствую всех подписчиков и гостей канала. С вами Алена и Мия, и сегодняшняя тема – обзор моих запасов пряжи и инструментов для изделий ручной работы. Поделюсь своими знаниями относительно видов пряжи, их плюсы и минусы, исходя из собственного опыта. Естественно, я могу ошибаться, и кто-то со мной может быть не согласен. Можем только без оскорблений подискутировать об этом в комментариях, я открыта для общения. Еще хочу сказать, что все купила сама за собственные деньги. Я не делаю рекламы, на обзоры пряжи не получаю, и это дает мне полное право обобщить мое мнение и указать на плюсы и минусы, исходя из собственного опыта. Вы знаете, что недавно был Black Friday, и во всех магазинах были скидки. Я, конечно же, не прошла мимо, и смотрите, сколько накопилось у меня сокровищ. Что-то купила раньше, что-то купила накануне, что-то на Black Friday, что-то еще идет с Алиэкспресса. Ссылки всего, что купила, кстати, на Алиэкспресс, будут внизу под видео. Может, кому-то что-то все-таки пригодится. Также поделю видео на разделы и каждую характеристику отдельного вида пряжи пропишу полностью в инфобоксе поминутно. Кому будет интересна только определенная пряжа, тот себе найдет нужное время и просмотрит. Итак, я расскажу сегодня о пухе норки, дропсе эйр и его подделках, ангоре и мохере. Дальше рассмотрим с вами кашемир и новинку на рынке пряжи искусственной нити, которая называется шкурка норки или стриженная травка. Так что, если тема сегодняшнего видео вас заинтересовала, делайте себе какой-нибудь чай или кофе и поехали! А начну я из моей любимой пряжи пух норки. Это очень популярная на сегодняшний день пряжа китайского производителя. Она не колется, мягкая, приятная к телу, теплая, пушистая и не катается. Эта пряжа сыпется. Но, на мой взгляд, намного меньше, чем, например, итальянская ангора. И по цене значительно дешевле ее. И, в принципе, всех пушистых аналогов на рынке выбор очень большой. Палитра цветов большая и пушистость тоже, кстати, разная. С моего опыта я заметила, что чем светлее нить, тем пушистей. Вот такие вот моточки идут в составе с дополнительной нитью, что придает изделию эластичность и помогает держать форму лучше и дольше. Я бы советовала использовать именно с этой нитью. Пух норки на первый взгляд кажется натуральным, но на самом деле в его состав входит не только шерсть животных, но и синтетические полиамиды. Его добавляют к первичному сырью в соответствии 90 к 30. В качестве дополнительных натуральных компонентов додают кашемир овец и пух кролика. Пух норки пряжа делится на 3 типа: короткошерстый, средняя длина ворса и длинноворсый. Для расчета можно использовать следующие рекомендации, исходя из моего собственного опыта. Этой пряжи шапка бини однослойная, достаточно одного моточка. Если двуслойная, то 2 моточка. Перчатки, варежки где-то 1,5-2 мотка. Шарф достаточно будет 2 мотков. Джемпер размера 36-38 или размера М. Если вяжем в одну нить, то достаточно 5-6 мотков. Если в 2 нити, то у меня вышло 7-8 мотков, но я делала с длинной горловиной. Кардиган средней длины в 2 нити у меня вышло 11,5 мотков. Что касается советов по уходу, то желательно стирать эту пряжу естественным образом в легкой тепленькой воде, легонечко отжать и
и разгладить, высушить на полотенце. Я смотрела обзоры некоторых блогеров, и они говорили, что лучше эту пряжу постирать в горячей воде, потом в холодной, и это увеличит пушистость. Да, это увеличит пушистость, поскольку мы смоем с нити вот этот вот там какой-то воск, который додается до этой нити, чтобы она не кошлатилась. То есть мы увеличим объем пуха, но потом у вас появятся катышки. Потому, девчонки, вот такой вот вам лайфхак именно, собственно, из моего опыта. Потому что один свитерок я уже в горячей воде постирала. Мало того, что он сбежался, что это естественно при натуральных волокнах, так он еще начал скатываться. У меня есть свитерок, который я очень тщательно стираю, за ним ухаживаю. Он 5 лет, и ничего с девчонки с ним не произошло. Можете посмотреть на моем канале, есть о нем видео. Что касается минусов, так это он сыплется. Девочки, если вы хотите использовать эту пряжу, то лучше ее использовать на головные уборы, шапки, рукавички, снуды, шарфы. Если же вы используете так, как я, на свитер, то обязательно помните, этот свитер вы можете носить только с джинсами или с какой-то кожаной юбкой, потому что на остальных изделиях все-таки будут ворсинки. Он не сыпется после там пятой стирки, но все же вот эти пушинки остаются. Теперь пробежимся по пряже, которая у меня есть. Я начну со своего фаворита. Много раз уже заказываю вот такую вот серую пряжу. Сразу предупреждаю минус. Ворсинки летают везде, пока изделие новое, пока вы его вяжете, вы все полностью будете в пуху. К этому готовьтесь, но это того стоит. Смотрите, ниточка даже в мотке очень-очень пушистая. Еще ее никто не трогал, посмотрите, какие ворсинки. Очень пушистая, классная нитка. Здесь моточек 50 грамм основная нить, и к ней 20 грамм дополнительная нить. В 50 граммах 340 метров. Что касается составу, то здесь 95% пуха и 5% синтетического какого-то там дополнителя. Повторюсь, девчонки, когда будете использовать пух норки, обязательно используйте вот эту вот дополнительную нить. Не знаю, что это, мне кажется, нейлон. Она вот как бы функция такой пружинки. Благодаря вот этой вот дополнительной нитке изделие не тянется. Оно не расходится, оно держит форму. Очень классная вещь. Я читала, что некоторые не хотят, потому что это синтетика. Поверьте, очень классная. Я сделала, смотрите, вот такие вот пробнички спицами номер 3. Это в одну нить. Посмотрите, какая пушистость. Изделие после ВТО. Оно распушилось еще больше. И поверьте, при каждом ВТО оно распушивается еще больше. Тем более при носке. Но первые вот эти вот стирки, пух будет везде, девчонки. На ресницах, в волосах, везде, не буду укрывать. Вот это пробник в 2 нити, я его делала, когда вязала маме свитер. Вернее, я вязала себе, ну посмотрите, в 2 нити. Он намного толще, намного в 2 раза пушистей. Но, девочки, я вязала его типа гольф с горловиной. Он очень теплый, мне очень тепло в нем. Потому я его отдала маме. Мама любит теплые вещи, потому пришелся маме. Вот этот свитерок, он тоже есть у меня на канале мастер-класс. С вот этой вот ниточки 808 цвет я вязала тоже маме свитер, точно такой же. Потому что мы не думали, что серый тоже останется маме. Здесь тот же состав, столько же грамм, тот же метраж 340 метров. Эта пряжа немножечко бюджетней. И скажу вам так, что практически ничем не отличается, но она менее пушистая. Так что если это отличие вам важно, то можете купить в этого продуцента. Я ссылки и того, и той модели вам сброшу. Вот я сделала пробничек, нитка по ВТО, и посмотрите, какая разница. Видите, по сравнению с серым, где пуха очень много, то здесь пуха немного. Если кто-то не любит пушистых вещей или сильно пушистых, то можете купить вот такие цвета нейтральные, они или более такие цвета цветочные. Ну вот в моей ситуации эта нитка не была очень пушистая. Хотя в изделии после ВТО она распушилась, не знаю, как сейчас при носке. Это тоже мой фаворит.
Я из него делала свитер, он тоже есть на моем канале. И именно этот свитер у меня уже живет 5 лет. Его я уже могу позволить себе одеть со всеми изделиями, потому что наконец-то он не сыплется. Он такой же, как и серый. По пушистости он тоже такой же, как и серый. Опять же таки, я его покупала в другого продавца, но нашла такую же этикетку. Тоже вам сброшу ссылку на вот эту вот пряжу. Очень я довольна, очень классная пряжа. Тоже очень-очень пушистая. Посмотрите сразу. В сравнении с тем цветочным цветом, который я вам показывала, видите, намного пушистей. То есть или это от марки, тоже смотрите на этикетку, с вот такой вот головой енота намного пушистее изделия, чем когда на этикетке норочка. Или же я просто выбрала такой цвет, и у меня так получилось. То есть я вам уже показываю на примерах моих изделий. Но этот свитер тоже был очень пушистый. Посмотрите в работе. Он сразу в работе у меня распушился еще до ВТО. С номера 813, это производитель, видите, другой, я делала маме шапку. Скажу вам так, что тоже достаточно пушистый, но менее пушистый, чем опять же таки серый. Вот серый как бы самый пушистый, не знаю, или потому что менее окрашен, или потому что в сером больше пуха. Но в принципе розовый это тоже пушистый. Я делала из него двойную шапочку бини. У меня в принципе пошло 2 мотка. Вот то, что я вам показываю, это то, что осталось из 2 мотков. Шапка в итоге по ВТО была пушистая, и мама очень довольная, потому что она очень-очень теплая. Следующий моточек номер 815, тоже из бюджетней серии. И вот почему я решила, что чем темнее, тем менее пушистый, потому что у меня был черный цвет с этого, к сожалению, нету, я отдала свекрови. Тоже менее был пушистый. Видите, вот такой вот шоколадный цвет. Есть ворсиночки, но он тоже мало пушистый. Вот как бы. Зато вот этот 835 тоже был очень пушистый. Я тоже очень довольна этим цветом. Вот посмотрите, я вам покажу пример. Здесь вверх я связала на спицах номер 3, а вот эту резинку внизу я связала на спицах 4. Вот, ну кто как любит. И тоже он очень пушистый. Я сейчас покажу вам изделие, потому что оно у меня под рукой. Я сегодня ходила в этом комплекте. Вот посмотрите, коричневая ниточка, она практически не пушистая, но зато бежевая, очень пушистая. Классная такая нить. И еще раз повторюсь, чем больше делаешь стирок, тем больше она распушивается. Вот вам на варежках тоже покажу. Ну, в принципе, коричневая тоже видно, пушистая, но пух очень коротенький. То есть кто что любит. И вот такой вот мышиный цвет, номер 804. Я тоже делала из него свитер. Сначала он мне показался не пушистым. По ВТО он, в принципе, пушистый, но тоже не распушился особо. А вот после носки, покажу вам изделие, он достаточно хорошо распушился и тоже был пушистый, немножко, ну где-то такой же пушистый, как вот тот мятный свитерок, но меньше пушистости в сравнении с моим серым фаворитом. Что касается цены. Цена обычно 16-17 злотых, но обратите внимание, я купила за 9 злотых, потому что смотрю, когда скидки. В основном я покупаю раз в год, когда Black Friday и очень большие скидки. В принципе, покупаю там несколько мотков и этим пользуюсь. Теперь хочу поговорить о нитке Drops Air и его аналогов. Drops Air – это норвежский бренд пряжи, который славится своим качеством уже много лет. Начиная от 1982 года эта ниточка есть на рынке. Пряжа Drops отличается по толщине и составу, но структура этих нитей состоит из чаще нейлоновых или акриловых шнурков, в середине которых находятся натуральные волокна – пух.
Эта нить легкая в использовании, и многие производители начали брать идею бренда Drops Air и делать свои как бы модели нитей по типу Drops Air. Как бы подделки вот такие, шнур с пухом. Примером такой подделки у меня есть вот такая вот пряжа от фирмы Ellison May, которая выпустила подделку Drops Air, и я с нее связала свитер. Вот такие вот моточки, здесь они тоже, видите, по типу Drops Air. Вот такая вот трубочка нейлоновая, в середине которой находится шерсть. В таких моточках состав 76% шерсти, 24% нейлона, в 100 граммах 260 метров. Я на свой свитер размера 36-38 или М использовала 258 грамм. Тоже мастер-класс есть у меня на канале. Теперь хочу посвятить пару минут ангоре и мохеру. Ангора – это пух ангорских кроликов, а мохер – это шерсть ангорской козы. Иногда люди путают эти нити. Считается, что пряжа из ангоры характерна своей нежностью, шелковитостью, красивым блеском и теплом. Пряжа легкая и объемная. Исходя из основных различий пряжи, таких как волоски ангоры тоньше, потому легче, мягче, не колятся по сравнению с мохером, но ангора сыплется, а мохер нет. Волоски пуха кролика меньше весят и тоньше в сравнении с мохером. Мохер обладает более высоким теплоизоляционным характеристикам. Мохер прочнее и лучше держит форму. Мохер дешевле, чем ангора. Но это только мое собственное мнение, я ни в коем случае не навязываю его. И понимаю, что могу ошибаться. Так вот, исходя из вот этих вот названных выше качеств, я все-таки более люблю мохер. Первая мохеровая пряжа, кстати, прибыла к нам из Турции, из города Ангора. Там выращивали длинношерстых коз, обладающих мягкой и длинной шерстью, которых турки завезли из Америки и Австралии. В зависимости от возраста животного шерсть может отличаться по степени мягкости и нежности. Потому пряжа из молодых козлят или шерсть первой стрижки называется кид-мохер. Такая пряжа тонкая и нежная, мягкая, но и стоит такой вид мохера немножечко дороже обычного. Мохер гоутлинг – это мохер козленка, не достигшего 2 лет со второй стрижки животного. А адульт мохер – это мохер из шерсти взрослой особи. И такой мохер, естественно, будет колоться, и он будет дешевле. Иногда смотрю обзоры блогеров и падаю в обморок. Девочки, не бывает 100% мохера, поскольку пух должен держаться за что-то. Потому его вплетают на нить из смеси акриловых волокон или овечьей шерсти. Потому всегда в мохере есть 3 состава: шерсть, мохер, ну и какой-то синтетический элемент. Да? Что касается ухода, то же самое. Стирайте вручную, стирайте в легкой тепленькой водичке, и ничего с ним не случится. Что касается минусы, в ангоре ангора сыплется, потому я ее не использую. Что касается мохера, честно говоря, минусов не вижу. Вот если кто-то мне напишет минус, буду благодарна. Но правда, честное слово, девочки, не вижу минусов. Очень люблю мохер. Ну и пробежимся по тех видах мохера, из которых я делала изделия, которые есть у меня. Начну из длинношерстого мохера. Мохер Alize Classic. Я думаю, о нем все уже знают. Я его покупала здесь, в Польше. Обычный моток в 100 граммах 200 метров.
Моточек очень-очень пушистый. Вот номер цвета. Здесь продуцент, как обычно, показывает спица 5-7, крючок от 2 до 4 миллиметров. Здесь 51% акрила, 25% мохера и 24% шерсти. Ниточка вот такая вот пушистая, классная. Я ее вычесывала, потому что делала из нее игрушки. Потом покажу вам обязательно, вставлю фото. Мохер очень такой толстенький. Вы знаете, мне кажется, что здесь, в принципе, от цвета не зависит. Я сделала себе вот такой вот пробник. Пробник делала спицами номер 6, потому что продуцент показывает от 5 до 7, потому сделала номером 6. Не люблю такой сильно рыхлых изделий. Пробник уже по водно-технической обработке. Видно, что будет очень ворсистый. И вы знаете, расскажу вам тайну. Когда был праздник Хэллоуин, нет, не буду рассказывать. Я думаю, следующее изделие будет из этого. Я там вам расскажу. Так вот, там было сочетание черного и кирпичного. И я тоже себе захотела, потому заказала вот на Black Friday. Была скидка 50%, потому я заказала вот такие вот моточки и сделаю себе такой большой, знаете, свитер, как в 80-х, 90-х была такая мода, сейчас она вернулась, у меня нету такого изделия, и я очень себе хочу такого, знаете, большого пушистого мишку, который тебя обнимает. Так вот, из этого свитерка я хочу сделать. Состав, видите, тот же. Пушистость здесь не зависит от цвета, как я обратила внимание, есть в пухе норки. Вот такой вот комочек. Я думаю, что из этой пряжи каждая вязальщица что-то себе вязала. И я себе связала вот таких вот котов. Но еще раз повторю, я вычесывала пух и потом вязала их крючком. Следующий вид мохера — это кид мохер, это мой фаворит. Я из него делала вот эту вот паутинку, она есть на моем канале. Девочки, это очень классный мохер, я вам всем советую. Он бюджетный, вообще он классный, он не колется. Из него очень хорошо делается изделие, ровненькие петельки. Сама ниточка ровненькая, это очень важно, то есть нету где-то больше пушистости, где-то меньше пушистости. Здесь 55% кид мохера, 25% акрила и 20% тоже какого-то химического вещества. Раз это кид мохер, то естественно будет мягкий, пушистый, потому что пух молодого животного. Так, я вам уже говорила, ниточка тонкая, но несмотря на это очень хорошо ложится и очень классная в использовании. Образец я связала спицами номер 3, он такой рыхловатый, но вот так вот получается в одну ниточку. Думаю, может, кому-то будет интересно. По ВТО он не очень такой прям пушистый, но очень классный, классно ложится и в соприкасании с телом очень-очень приятный. Вот такой вот кид мохер, я заказывала его в одного продавца. Здесь моточки по 40 грамм, по 300 метров в мотке. Состав 20% шерсть, 60% мохер, 20% акрил. Здесь продуцент просит использовать спицы и крючок 1,5-2 мм. Ниточка, скажу вам, такая себе, не толстая, не тоненькая, потолще, чем предыдущий мохер. Я его еще не использовала в работе, но это тоже кид мохер, потому очень-очень мягенький и похожий на ощутимость, очень похож по составу к тому сиреневому мохеру. Следующий мохер — это тоже кид мохер. Здесь моточек 25 грамм, 166 метров. Но спицы продуцент просит номер 5. Я очень удивилась, а потом попробовала крючок номер 5. И теперь понимаю, почему. Он начинает пушиться и очень-очень пушистый. Классный моточек. Я его заказала на пробу, но обязательно буду заказывать еще. Мне очень, кстати, понравился.
Диаметр этой ниточки 1 миллиметр, но составу продавец не указал. Вот этот меланжевый моточек, это тоже кид мохер. Здесь 33% кид мохера, 27% шерсти, 10% кашемира и 30% нейлона. То есть состав очень хороший. Он такой даже в руке ощущается классно. В моточке 25 грамм. Длины, к сожалению, или я не нашла по-китайски, или не показано. Я очень, кстати, с вот этим желтым очень похож на ощупь. Продается он в составе 5 моточков. Я из него хотела бы сделать такую вот паутинку, только с рукавами 3/4. Видела, очень модные сейчас в магазинах продаются такие, потому хочу попробовать, думаю, мне хватит. Следующий вид мохера я заказывала в одного продавца, вот этот и желтый, и розовый цвет. Здесь моточки 50 грамм, 480 метров, то есть метраж хороший. Здесь тоже пишется, что мохер на шелке, состав шелковый мохер, так переводится, 55%, шерсть 25% и акрил 20%. Диаметр нитки 0,9 мм. Спицы продавец просит 2,75, крючок 2. То есть, но в сравнении с вот этим вот моим фаворитом, скажу вам, он такой пожестче. Я из него еще пока ничего не делала, попробовала только для игрушек одежду. То есть если сравнить, например, с вот этим вот мохером, то скажу вам, этот мохер очень такой мягенький, и он точно не будет колоться. А вот по сравнению с желтым и розовым, не знаю, будем вязать, девчонки, будете, подписывайтесь, будем смотреть, колется или не колется. Что касается розового, я тоже не буду, он точно такой же идентичный, как и желтый. Повторюсь, вот игрушки, я на них просто вязала одежку. Вот этот вот мохер оранжевый, здесь 50 грамм, метраж 400 метров, толщина нити 0,6. Я вязала в 2 нити. Здесь 55% мохера, 25% шелковая шерсть и 20% акрил. Спицы продавец рекомендует 12, крючок 2 миллиметра. То есть, ну, достаточно. Я вязала, по-моему, десятка. Не помню, этот свитерок, который я вязала с вот этих ниточек, у меня есть на моем канале. Я брала 4 мотка, и у меня осталось из 4 мотков вот такой кусочек и еще немножко. Следующий мохер я заказала себе в голубом и вот в таком вот фиолетовом цвете. Здесь 55% шелкового мохера, шерсти 25%, акрила 20%. Диаметр нитки 0,9 мм, в 50 граммах 480 метров. То есть здесь метраж самый большой. Я думаю, что сделаю из них паутинки для себя и для мамы. Кстати, я когда заказывала вот эти вот моточки, заказала себе по 5 мотков, не знаю почему так много, 100% это много, и продавец мне положил подарочек, покажу вам сейчас. Это вот такой вот крючок, вот такая игла. У меня уже такая есть, она не очень удобная, потому что здесь расширяется. И вот такие маркера. Маркеров никогда не бывает много. У меня они теряются, потому что Мия любит доставать, потом где-то носить, прятать за диван, потом муж пылесосит, естественно, не посмотрит, и они у меня исчезают. Потому маркеров много не бывает. Спасибо продавцу, мелочь, но приятно. Следующий вид пряжи, который мы рассмотрим, это кашемир. Кашемир – это пух горных тибетских коз, очень редкой породы. Вычесывается этот пух из шерсти животных вручную с области живота и паховой зоны. Процедура выполняется только весной, когда козы обновляют шерсть. Одна коза дает более 200 грамм пуха.
Кстати, эта шерсть плохо окрашивается, потому к ней додают шерсть других животных и смешивают. И так в итоге, если вы покупаете бежевый, белый, там серый, то, возможно, здесь будет как бы не чистый, но больше процентов пуха. Если цветные, то сразу знайте, что здесь смеси. Из плюсов изделие хорошо держит тепло, оно тоненькое и тоже делится на 3 вида пушистости. Малопушистый, среднепушистый и длинношерстый кашемир. Кстати, недостатком этой пряжи есть катышки. И вот недавно, от 3 лет, начали эти нити обволакивать специальным воском, который предотвращает скатывание. И теперь вот, покупая кашемир, уже нету проблемы скатывания. Я еще не делала изделий. Кто делал, девочки, обязательно напишите в комментарии. Я для проверки заказала 4 моточков разных продавцов, чтобы посмотреть, что это за ниточка, как она выглядит, и сделать образцы и понять, сколько пряжи на что мне нужно. Вот этот черный и фиолетовый или бордовый, не знаю, как правильно цвет сказать, здесь 100 грамм, я еще даже не распаковала. В 100 граммах 1100 метров, то есть метраж довольно-таки хороший. 80% здесь кашемира и 15% нейлона. То есть нитка по составу хорошая, она складывается из такой двойной ниточки. Заплатила я за него 19 злотых на пробу, то есть достаточно дорогой, но все говорят, что у китайцев кашемир очень доступный. Почему я покупаю в китайцев? Потому что здесь в магазинах еще дороже, потому что магазины платят за аренды. И мне выгодней, вот вы пишете, китайское дерьмо покупаешь. Покупаю, потому что, поверьте, в большинстве магазинах они тоже покупают из Китая нить, но на ощупь очень-очень классная. Вот. Следующий моточек я купила, написано монгольский кашемир, вот такой вот рыжий, здесь 50 грамм, и состава и метража нету, написано только, что 2% пуха из вот этой вот козы, остальное шерсть овечья и, по-моему, нейлон. Вот этот вот моточек самый бюджетный, здесь 50 грамм, и тоже написано, что кашемира только 2%. Ну, хотя бы, может, правду пишут. Теперь поговорим о пряже, которая имеет такое странное название шкурка норки или стриженная травка. Это 100% нейлон, производитель Китай. В нейлоновую нить прикреплены вот такие вот нейлоновые пушинки, пушистые волоски. Пряжа полностью искусственная, но ворсинки не скатываются и не лезут. Пряжа делится тоже на коротковорсную, средневорсную и длинноворсную. Девочки, я связала из 3 ниток спицами номер 3 и 4 и просто офигела. Она такая мягенькая, девчонки, я не могу устоять. Вот здесь вот внизу спицы номер 3, вверху спицы номер 4. Но минус сразу вижу. Пряжа, она как бы не держит форму. Потому если делаем изделие свитер, то будем делать или оверсайз, или я так подумала, сделаю низ, например, резинку спицами 2 или 2,5, а верху уже сделаю 3,5 или 4. Вот такой вот пушистенький. Девочки, я теперь понимаю вязальщиц, которые это заказывают. Несмотря на то, что это 100% нейлон, боже, какой он приятный. Он такой приятный к телу, мягенький. Ну просто не к чему придраться. Правда, очень-очень мягкий. Я трогаю, это тоже будет очередной мишка такой, знаете, приятный, который будет тебя обнимать. Такой мишка-обнимашка. Очень классная пряжа. Вот смотрите, видите волоски. Я не знаю, или это волоски короткие, или средние. Вот. Еще хочу поделиться с вами вот такой вот пряжей. Я заказала ее прямо из завода, который находится в Польше. Это пишется, что 98%
простите, 96% хлопок и только 4% каких-то там дополнителей. Все девчонки, которые из Польши вяжут, очень хвалят, показывают изделия. Ну, естественно, если здесь, можно сказать, почти 100% хлопок, то изделие будет классное. Были варианты 2 нитей, 3 нитей. Я заказала себе вариант 4 нитей. Заказала 100 грамм. Здесь очень большой метраж. Заказала, честно говоря, девочки, на пробу, потому что нитка, в принципе, даже бюджетная. Но хотела попробовать, что же это за такое, как бы почти 100% хлопок, как так может быть. И мне ниточка действительно очень понравилась. Камера не передает. Здесь такой сиреневенький цвет, нежный сиреневый. И я подождала, когда будет Black Friday, и заказала со скидкой себе уже полкилограмма. Сделаю из него свитер. Сделаем обязательно, я вам все покажу. Будет на моем канале вот такая вот пряжа. Видите, в 4 нити. Ну, посмотрим. Тоже из такой пряжи я ничего не делала. Но очень приятно делать из натуральных волокон. Естественно, это к телу приятно. Мы и так много едим, и одеваем синтетики. Так вот, о синтетике, девчонки. Я здесь распинаюсь о синтетике. Помните, на моем канале есть розовый свитер с повязкой, который я делала для сестры моего мужа на заказ, потому что у нее аллергические реакции разные на нити, потому она использует вот такие вот синтетические волокна, которые не колятся. Мне так понравился этот свитер, я офигела. Здесь в 100 граммах 238 метров. Это 100% полиакрил, 4-5 спицы, я, по-моему, вязала 4. Показывается, что на свитер 500 грамм, но у меня вышло чуть больше 4 моточков. Я докупила, девочки, моточки и себе, потому что мне так понравилось. Классно ложится нитка, абсолютно приятно на теле, даже тепло. Очень удивилась, не знаю только, будет или не будет катышек. Этого я вам сказать не могу. Еще касательно искусственных нитей. Вот, я заказала вот такие вот пушистики. Здесь в 50 граммах 26 метров. Это тоже в польских магазинах куплено. Спица показана 7-8 и крючок. Я из этой пряжи хочу сделать игрушечного мишку. А вот с вот этой... Здесь тоже 50 грамм 26 метров. Это тоже синтетика, естественно. Спица та же 7-8 и крючок. С этого хочу сделать котенка. То есть вот такие вот игрушки будут. Если вас интересуют игрушки, пишите, я буду делать видео тоже. Вот этот набор крючков я тоже заказывала на Алиэкспрессе. Я ними делаю игрушки. Очень классные и удобные, потому что в магазине они стоят в 5 раз дороже. А я больше чем уверена, что тоже заказывают их в Китае. Зачем переплачивать? Я понимаю, магазин платит за аренду, но я себе купила от продуцента и ими пользуюсь. Классные вещи, тоже оставлю вам ссылку в описании. Да, кстати, к игрушкам я купила вот такие глазки. Обвела вам синим, здесь большой выбор, но купила те, которые я вам показываю. Вот. Я уже один раз покупала, в предыдущих обзорах были, я их использовала для котиков пушистых, тех вот с мохера. Очень классные, такие правдоподобно выглядят, и игрушки тоже такие, знаете, красивые получаются, потому я заказала здесь 10 миллиметров, предыдущие я заказывала 6 миллиметров. Вот такую вот пряжу тоже заказала, но скажу вам честно, не знаю, мне просто понравилась на ощупь, она классная. Спица 10-12, это, естественно, полиакрил или полиэстер, 200 грамм 120 метров. Я из этой пряжи хотела сделать игрушку, но на группе вязальщиц нашла одна девочка, показала, что она делала такую шапку и сумочку. Очень даже красиво, потому подумываю. Девочки, не удержалась. Это полиэстер.
Но мне очень понравился цвет. Здесь 500 грамм, 1125 метров. Стоила эта пряжа 45 злотых, но в Black Friday она была 50%, потому я почти там за 22, по-моему, злотых их и купила. Купила двойной, потому что я хочу сделать себе такой, знаете, большущий до пола кардиган с такими рукавами-малинками. Ну и попробую на вот такой искусственной пряже. Теперь, что касается вот таких вот маленьких вещей, аксессуаров, вот такие кнопочки и этикетка handmade. Я купила это тоже на AliExpress. Если кому-то интересно, то ссылочка будет в описании. Но, девчонки, смотрите. Классные кнопки. Я, кстати, испугалась, потому что думала, для этого нужна специальная как бы такие щипцы, чтобы их зажимать. Но нет, они нормально входят в эти вот этикетки. Вот такие бирочки, этикетки, не знаю, как правильно. И защелкивается даже пальцем, можно просто вот одеваешь, просовываешь в изделие и защелкиваешь. Но, девчонки, хочу вам сказать один, но не совсем минус, но нюанс, которого я не знала. Вот и на том свитере, который я делала, он есть тоже в описании, я прикрепила. Пила очень классно, лучше смотрится, чем зашить ниткой. Но смотрите, я вот изделие сделала вот сюда в дырочку. Если бы здесь сделала, то эта кнопка бы выпадала. То есть она маленькая. Если будете заказывать, заказывайте чуть побольше. Или тоже комбинируйте вот так, как я. Следующее хочу вам показать. Я хотела вот такую вот нашивку 29 на 26 сантиметров, потому что себе придумала, сделаю изделие из пряжи и нашью нашивку. Но это была моя ошибка. Нашивка действительно классная, качественная, никаких ниток, запаха, все очень-очень даже классно, но такая нашивка тяжелая, и она тянет изделие. Потому пришью ее или на футболку, или на какую-то спортивную одежду, спортивный свитер. Я думаю, будет очень классно. Я думаю, что она пришивается. Дайте знать, кто уже пользовался такими вот нашивками, потому что не знаю, или она клеится, но, скорее всего, нет. Я думаю, что утюгом ее не приклеишь. Я думаю, что ее нужно будет пришить. Заказала все-таки меньше, чем зеленый. В другого продавца, все ссылки вам оставлю, может кому-то захочется тоже побаловаться вот таким вот детским садом, или для ребенка, или для внука, для кого-то. Этот мишка тоже супер качество, он поменьше, но тоже такой тяжеленький. Мне кажется, что изделие из пряжи он будет обтягивать. Но так себе подумала, если бы было изделие из пуха-норки вот в таком цвете, я бы попробовала пришить. Было бы, мне кажется, даже неплохо. Вот. Я знаю, что вышивают, что можно делать жаккардом узоры, но я хотела вот себе, почему-то мне хотелось вот такую нашивку. Я смотрела видео в группе и купила вот еще поменьше медвежонка, вот такой малюсенький. Это точно не будет как бы обтягивать пряжу. Вот я его еще даже не распаковывала, посмотрим. Ну, тоже, в принципе, хорошего качества. Здесь внизу на ушках и на лапках пайетки. Не знаю, использую, но, скорее всего, ушки зайчика я отрежу. А вот этот мишка, девочки, влюбилась. Он такой малюсенький и классный. Размеры поданы. Здесь есть разные модели. Я вот несколько вам покажу, вставлю фотку. Можно выбрать. Они маленькие, тоже классно можно пришить на какое-то изделие. Вот этот мишка, тоже его еще не распаковывала. Но вижу, он... Ага, я знаю, поняла, почему он такой прочненький. Потому что он сидит на клею. Видите, вот такой вот. И его надо клеить. Ну, страшновато, конечно, попробую, но боюсь, чтобы не испортить изделие. Потому что если отпадет, на нитках 100% останется клей. Но все же была не была, попробую. Если отпадет, пришью. Тоже заказала в другого продавца вот такие вот белочки. Они на ощупь тоже вижу в клею. Еще их не распаковывала. Вот делаю это при вас. Когда спешишь, не можешь найти конец, еще медленнее получается.
Вот, смотрите, такие белочки, они две. И я думаю, на изделие их тоже приклею две, одна против другой, напротив. Вот. Или деткам можно такое вот придумать. Я знаю, что это пустяки, но сюда, наверное, не сильно подойдет. Для этих мотков вот меланжа я заказала, сейчас покажу вам следующее, покажу, что заказала. Это тоже, видите, наклею. Девчонки, напишите, кто такое уже использовал, не отпадут ли. Вот этих ежиков я заказала специально для меланжевых моих нитей, для той футболочки или свитерка с рукавами 3/4, которые я хочу сделать. Вот здесь два ежика. Вот мне очень понравились. Сейчас вам покажу, как бы они смотрелись, а вы напишите мне, будет детский сад или как считаете. Вот, хочу к вот такой футболочке их приклеить. Мне кажется, цветовая гамма очень даже неплохо подходит. Ну вот, так. Теперь хочу поделиться моей мечтой, девчонки. Я собирала деньги, у меня не получалось, то дорого, и все-таки я купила этот набор. И я такая довольная, это так удобно, девчонки, почему я этого не сделала раньше. Вот такая вот коробочка. Это все шло в составе, коробочка на замочке. То есть, если где-то едешь, а я всегда беру с собой вязание, или это отпуск, или на дачу, я всегда с собой это вожу, и очень удобно. Все виды спицев, все номерки спицев у вас в коробочке. Здесь вот спицы, начиная от номера, по-моему, 2. Сейчас посмотрю. Нет, начиная от номера 3. Потом 3,25, потом 3,5, дальше 3,75, дальше 4, 4,5, 5, 5,5 и уже от сверху от 6 идут без половинок, то есть 6, 7, 8, 9 и 10. Очень удобные. Они гладкие, классные. Я уже вязала вот этот свитер. Расскажу, кстати, вам один нюанс. Я сначала не разобралась. Вот к ним идет вот такая леска. Вы знаете, единственное, что бы мне хотелось, чтобы здесь был какой-то кармашек, а не вот так вот в кульке, и чтобы вот та леска там тоже была. Ну, есть как есть. Леска тоже классная, без изъян, на счастье. Ничего плохого сказать не могу. Еще раз повторюсь, я купила, не делаю рекламу, просто делюсь своей радостью. Девочки, я так хотела этот набор. Леска здесь 40 сантиметров, 60 сантиметров, 80 и 100 сантиметров. Вот. И вот это самое длинное, это 100 сантиметров. Также в набор идет, кстати, девочки, у кого есть такой набор, скажите мне, что вот это за резиновый кружочек. Не знаю, что это такое, к чему это. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. Плюс вот такие переходнички. То есть, если у вас, например, вы набрали что-то на 40 сантиметровой леске и хотите увеличить, например, росток делаете, то благодаря этим переходникам вы просто соединяете одну леску с другой. Ну и вот эти зелененькие заклепочки. Я начала вязать этим набором, кстати, и спица начала раскручиваться и цеплять нитку. Я уже расстроилась. А потом мне, кстати, муж подсказал, говорит, так ты же не зажала эти спицы. И оказывается, что вот эта вот булавочка, она для того, руками оно скользкое, и ты его не зажмешь. Не надо очень много силы, а просто вот так вот один разочек закрутить хорошо. И после того я так сделала, и, девочки, ничего уже у меня не выкручивалось, не цеплялось, идеально ложилось, все классно, круто. Ну и хочу показать бижутерию, девчонки. Не пишите только, что я дерьмана заказывала, я люблю такие вещи. Я вот такие 2 колечка заказала себе.
Они достаточно бюджетные, но иногда к какому-то образу можно использовать. Вот это кольцо пишут, что оно серебряное. Естественно, возле серебра, мне кажется, оно не лежало за такие деньги. Но очень хорошо, эффектно смотрится под какое-то платьице. Я люблю такие вещи. Кстати, вот такие совушки я тоже заказала. Намучилась клея их. Если хотите, дам ссылку в описании. Вот этот перстенек с белыми цветами тоже мне, кстати, нравится. Можно одеть под какой-то образ. К этому перстеньку с камешком я заказала точно такую же подвеску Джокер 40 сантиметров, но можно увеличить до 45, по-моему, сантиметров. Вот благодаря вот такой вот застежки. Очень классно и, так знаете, нежно, классно смотрится. Я люблю такие изделия. Не знаю, насколько они продержатся, но я в таких изделиях не купаюсь. То есть я одела, пошла где-то, сняла, и как бы с ними ничего не происходит. Потому покажу еще один. Я обычно заказываю такие вот хирургическую сталь в магазине Каканна. Я вам уже показывала. Это я заказала в другом магазине, потому что подешевле было. Немножко жалею, потому что от того магазина Каканна отличается. Там только разница каких-то $5. Вот. Но это тоже неплохо выглядит. Посмотрим, как будет носиться. Я уже пару раз одевала этот наборчик. Один раз на работу, второй раз, когда демонстрировала вам свитер. Ну вот и все, мои хорошие. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Это меня воодушевляет. Подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Пока-пока.